Всем привет, друзья! Это канал MGC. Я Игорь. И сегодня у нас не только ваша любимая рубрика, но и наша More Than Coffee. Это когда мы в теплой ламповой атмосфере разговариваем на отвлеченные темы нашей, так скажем, айтишной тусовки. И мы не только разговариваем, что-то вам рассказываем, но еще и отвечаем на ваши вопросы. Поэтому, если вы смотрите нас, обязательно откройте чатик. Если вас что-то интересует, задавайте вопросы мне, нашему спикеру, и мы на них с радостью ответим. Ну, конечно, если сможем. А тема нашего сегодняшнего разговора — это именно Go. С нами сегодня в студии наш коллега, наш друг из Go Global Community, Михаил. И он нам сегодня расскажет про то, что такое Go, почему именно в Go нужно, желательно, иметь бэкграунд из других языков, и как вообще туда попасть. Ну и, соответственно, чем же Go зацепляет, почему именно Go люди выбирают. Привет, Миш, поможешь разобраться? Да, Игорь, привет, всем привет. Конечно, помогу, чем смогу. Понятно. Это у тебя выбора нет. Что поделать. Хорошо. А скажи нам, пожалуйста, как ты вообще дошел до Go? Через что ты прошел? Ну, вернее, даже так. Через что ты прошел? Как ты вообще додумался пойти в программирование и в Go? Да, мой путь программиста достаточно длинный и необычный, наверное. Началось все в далеком, наверное, 2009 или 2010 году. Я работал в то время в Москве в банке руководителем группы техподдержки. И к тому времени накопился определенный опыт в решении, ну, так скажем, большинство задач уже на тот момент были типичными. И встал вопрос, каким образом я могу оптимизировать работу своей команды, чтобы меньше тратить время на решение текущих задач, каких-то рутинных, и больше сконцентрироваться на каких-то интересных и сложных. Вот. Поскольку все мы там были такими очень прям виндовыми, я помню, выбор мой пал на .NET, в частности на C#, где-то нарыл книгу Троилсона, вот, по ней изучал и писал какие-то сначала консольные приложения, потом на ASP.NET что-то там вот такое, то, что нам помогло в целом для того, чтобы... Ну, это был еще не Go. Не, это был далеко не Go. Потом, уже в 2012 году, я устроился в качестве PHP-разработчика в компанию в самом родном городе. То есть ты прошел через PHP? Да. В нашем чате, может, MGC Talks в Телеграме, мы недавно тоже обсуждали, что есть грешок не только у тебя. Ну как грешок, это я в кавычках шутим, конечно же. PHP не так все плохо, интересно. И ты, в общем, попал в PHP. Да, попал в PHP. Там в той компании был достаточно такой простой подход, мол, типа, ну, умеешь кодить, ну, берешь и кодишь. Там познакомился с фреймворками, паттернами проектирования и прочим, и прочим. Вот. И так, ну, такое продолжалось достаточно долго. Так что, ну, долго да, это пару месяцев или лет 16? Да, что для тебя долго? Ну, не настолько мало, но не настолько много. Ну, сколько? Года два-три? Нет, сколько наверное, ну, побольше. Наверное, с 2012 до, пожалуй, 2019. Лет 7? Да. Ты PHP знаешь вот, вообще наизусть, наверное. Ну, не то, что прямо совсем наизусть, но, видимо, да, кое-что знаю. Кое-что знаешь за 7 лет, понятно. Хорошо, и в какой-то момент времени ты... А сейчас немножко отвлекемся, у нас вопросы в чате, я вот вижу, уже пошли. Александр спрашивает, есть ли какая-то разница для не Java разработчиков? Ну, на самом деле нету. Мы говорим как бы Java, потому что у нас основное Java комьюнити, но по факту здесь это второй язык программирования будет получаться, и просто бэкграунд, если есть какой-то. Или вообще ты хочешь, если войти в IT и не знаешь, какой язык выбрать. Можно Go выбирать как первый язык для вхождения в IT? Мне кажется, вполне. Вполне. Ну, об этом мы расскажем чуть попозже, чуть попозже, да? Потому что нам еще интересно, как PHP разработчик с большим стажем выбрал GoLang, а не Java. Да, на тот момент, ну, я говорю, это был где-то 2019 год, мы с моим товарищем, тоже PHP-шником, с которым пилили проекты все, вот, к нему прилетел запрос, мол, типа, а можете там сервисок небольшой на Go написать? Мы такие, блин, а что такое Go? Ну, и он там, видимо, сам что-то посмотрел, и мне такой, типа, звонит, мол, слушай, не хочешь Go поизучать? Я такой, а что такое Go? Он такой, да, ну, короче, язык такой, типа, в Гугле созданный, типа, Google знаешь? Кто же не знает Google? Google, да. Да.
Вот. Такой говорит, там типа вообще все просто. Там документация буквально типа 100 страниц. Вон типа, вон смотри, посмотри на Си, там типа 1400 спецификация страниц. А на Go всего типа 100. 100 Поэтому- страниц. Да, 100 страниц, реально, 100 страниц. Друзья, вот у нас есть вот в чате вопрос, подходит ли Go для первого языка. Обратите внимание, спецификация всего лишь соточка. Да, 100 страниц. Это Ну, да, читается даже на чуть одном меньше. дыхании за пару вечеров. Там, за кофе. Да. Вот. Пройдешь такой, говорит, типа там тур такой есть небольшой, ничего даже устанавливать не надо, все в браузере, там можно попробовать, какие-то конструкции пописать. Вот. Ну, и я попробовал, ну, и что-то так понравилось, прямо, ну, да, действительно, все понятно, никакой лишней воды, много в голове держать не надо, опять-таки, там, не надо напрягать сухофрукт, поэтому все очень прям здорово. В общем, взвесил все за и против, и один из главных мотиваторов это было именно простота и быстрота погружения в эту Да, технологию. но здесь, помимо этого, еще немаловажную роль сыграло то, что там, для PHP он сам по себе, поскольку скриптовый язык, ему надо прикрутить интерпретатор, к нему надо поставить Apache, к нему надо там, в общем, в целом настроить окружение, там какие-то дополнительного, в общем, надо потратить кучу времени на то, чтобы настроить сервер для того, чтобы это все работало. Вот. А в Go такой, он такой, да, там просто типа компилируешь прям бинарник у себя на локал-хосте, забрасываешь на сервак, запускаешь, все. Мол, ничего больше не надо. Я такой, блин, да ладно, не может быть такого. Вот. То есть вот ничего не надо, просто собрал, забросил на завод. Да, и реально так и есть. Друзья, а если вы любите простоту, которая есть в Go, о которой нам сейчас Миша рассказывает, ставьте лайк. Нам лайки нужны как ваша реакция и для продвижения. Будем очень-очень рады, если вы отметите этот видео лайком. Не забывайте. А если вы только присоединились, то тоже поставьте лайк и куда-нибудь пошарьте. И еще, друзья, если вы смотрите нас с Комзи, мы этого чата пока что не видим. Перейдите, пожалуйста, на YouTube, потому что мы можем какие-нибудь ваши вопросы пропустить. И пишите, пожалуйста, в общий наш чат. Кстати, вот видишь, у нас еще вот в чате вопросы интересные есть про PHP. Он еще жив. Живее живых. Там я так думаю, что... Да, фреймворков много. развивается прямо. Я уж там не знаю, наверное, какая-то 8-я версия когда-то выходила. А здесь еще вот у нас Алена спрашивает про... Ой, прошу прощения, не Алена, а Алекс спрашивает, почему мы говорим его PHP. А как ты привык называть? PHP, PHP или PHP? Я не знаю. Ну, как ты говорил? Да, ну, я называю PHP. Ну, видимо, это не совсем правильно. Я не знаю, я вообще приехал в Минск из Барановича, у нас за PHP можно было получить по шапке вообще, или за PHP. Поэтому я как-то не задумывался. PHP и PHP. Ну, если кому-то это не нравится, кстати, напишите, а кто за какое название больше выступает, за PHP или PHP? То есть мне как-то все равно, но если кому-то не сильно приятно, буду Я скажу говорить по правильно. секрету, я долгое время Java тоже Явой называл. И, ну, в общем, пока еще жив, вполне может быть, что и меня бы побили на какой-то Да нет, ты Java-тусовке. что, когда-то. Джависты они все, да вы все программисты, добрые, пушистые, Да. такие. Хорошо, ты, в общем, выбрал Go и начал уже его изучать и Да, внедряться. более предметно. То Да. есть, И сколько, ты сказал, времени у тебя ушло на изучение? Ну, на самом деле, в таком лайтовом режиме, может быть, ну, там, дня 2-3, там, вечерами что-то посидел, попробовал. Ну, да, это было там что-то самое простейшее, ничего там такого прям сверхъестественно сложного, но уже было что-то такое, что можно В положить. общем, запустить, и друзья, оно будет выучить работать. язык программирования за 24 часа – это вам не сказки, это реальность. И вот у нас в студии живое доказательство. Я Но, хочу просто да, тут да. надо понимать, что 7 лет опыта вообще-то Ну, в за общем, плечами, да, и это да. инженер, который просто изучает технологию и потом уже идет. Но все-таки Ну да, то есть порог вхождения в Go такой достаточно низкий, благодаря тому, что он очень лаконичный, конструкций очень немного, и вполне можно освоить его за сравнительно небольшое время, ну, назовем это так. Слушай, у нас еще интересный вопрос от Андрея. Андрей спрашивает, что там с мультитрейдинг в Go? У нас, я помню, где-то был такой вопрос на Комзи, проскакивал. И мы открыли, так скажем, тайну, что с мультитрейдингом в Go все хорошо. Да, да. Мы поняли, что в мультитрейдингах в Go все хорошо. Да, ну, то есть виртуализация Конкурентно. потоков, они быстрее поднимаются. Расскажи вот именно про Да, это. они очень легковесные. Есть шедулер, который мапит горутины. Это, ну, потоки, которые
так называются потоки в Go, который мапит Go-рутины в какие-то реальные потоки в операционной системе, ну и, соответственно, сам их переключает. Ну, то есть более чуть-чуть легкие, чем базовые потоки в Java. Хотя, Да. друзья, я не знаю, вот нас кто смотрит, слышал кто-нибудь про Project Luma? И мне это кажется, что когда он наконец уже выйдет, вот, это будет очень такой серьезный конкурент по потокам, по мультитрейдингу с тем же Go. То есть, Да. ну, проблема lightweight, то есть тяжелости потоков будет уже решена. Как вы считаете, тоже напишите нам в комментах, в чате, интересно. Хорошо, и здесь, кстати, вот в тему того, как мы уже с тобой обсуждали про сколько времени обучение уходит, да, еще вот у нас спрашивают где-то этот вопросик. Прошу прощения. Можете писать базовые и основные технологии для устройства на работу на Go Junior. Прям те, которые есть везде. И краткий экскурс по ним. Кажется, важный вопрос для тех, кто хочет именно в Go войти почти с нуля. Здесь, мне кажется, что достаточно будет прочитать какую-то более или менее серьезную книжечку и, ну, и в целом разобраться, наверное, полазить по проектам. Но со своей стороны могу рекомендовать школу от Golang United. Она абсолютно бесплатная, можно записаться, пройти обучение. Там есть команда подготовленных менторов, где вам помогут ответить на вопросы, в целом проведут по языку. И, Ну, то есть ответ на вопрос, можно сказать, что обратите внимание на нашу школу. Да, И да. там полностью, Богдан, в общем, ссылочка будет в описании на Golang школу, и, соответственно, там будет полный список и технологий, и всего, что учите, плюс еще ссылки на группы, на чаты, я так понимаю, Да, ваши, да, да, да. где Да. люди уже учатся, Да. целятся в Go-разработчиков. Поэтому, если задумались про это, обратите внимание, потом обязательно перейдите по ссылочкам. В целом, да, Go сейчас уже можно рассматривать как первый язык для изучения. Уже можно. Да, да, ну почему? Хорошо, бы а нет? вот ты можешь сравнить его по сложности? Вот ты пыху учил, вот мне в чате подсказали, что можно не только PHP, но еще и пыха говорить. Ты пыхарь. Хорошо, вот по сложности с пыхой сложнее или как-то вообще... Ну, вот если бы ты не знал бы пыху. Блин, ну сейчас это сложно уже представить, да, то есть, наверное, ну, примерно то же самое. Одинаково. Хотя нет, я бы, наверное, все-таки Go сказал, что попроще. всё-таки. Go чуть-чуть попроще, а с C-Sharp? Ты что, тоже что-то все-таки ковырял его? Ну, а с C-Sharp, наверное, все равно проще. Ну, тем более проще, чем C-Sharp. То есть, вот, Тем ну, более как бы, проще. да. Ну, почему-то Прикольно. PHP, в моем понимании, было попроще к изучению, чем C-Sharp. Ну, и исходя из того, что ты говоришь, получается, что работа на Go языке, да, чуть-чуть все-таки попроще будет решать задачи на Go, чем решать задачи на PHP. Ну, здесь, может быть, и не совсем так. Решать задачи приходится и там, и там. По большому счету, подходы к решению задач, что в одном, что в другом языке, будут плюс-минус одинаковыми. Вопрос по количеству кода, который необходимо будет написать, да, для того, чтобы сделать одно и сделать другое. Ну, а что ты имеешь в виду под количеством кода? Приведи примеры. Ну, не знаю, там, например, взять там две переменные, да, и поменять их местами. Сколько строчек кода займет на Java или там, ну, C-Sharp? Ну, давай для примера какой-нибудь. Ну, есть две переменные, интовые, и G. Интересный момент. Друзья, вот да, давай, вот расскажи про это. И две переменные и... Да, и G. Угу. У каждой есть свое значение. Как поменять значение, ну, то есть, чтобы у G стало значение и, а у I значение G. Друзья, если среди нас есть джависты, накидайте нам в чатик, ну, сколько строчек кода. В общем, код накидайте, пожалуйста, псевдокод можно на Java для свапа, для замены местами этих переменных. Я чувствую, здесь кроется какая-то интересная штука. Ну, в общем, да. То есть... Ладно, сейчас чуть-чуть подождем, и ты потом ответишь, сколько строк кода, и, может быть, продемонстрируешь, как это можно сделать на Go. Договорились. Хорошо. Окей, и, собственно, по сложности, то есть, грубо говоря, по трудозатратам, по времязатратам на на написание строчек кода, получается, тут чуть-чуть меньше какой-то с твоей точки зрения выигрыш, да? Ну да, наверное, может быть, чуть-чуть меньше будет в Go, потому что
Потому что, я понял, я тебя понял. потому Хорошо. что у него... А еще вот у нас интересный вопрос в чате спрашивают области применения. Где же все-таки Go используется и где используется Java? Тут расскажи немножко про Go и попробуем разобраться. Хорошо. Там со своей позиции я его использовал только в веб-проектах в виде бэкэнда, там разных родов, да, но по факту это всегда был бэкэнд. Очень хорош в микросервисах. Опять-таки, плюс его переносимость. Бинарник скомпилировал в одном месте, бросил куда-то там типа виртуальную там машину или еще что-то. То есть, достаточно хороший в клаудах. Помню, пытался что-то сделать гуишное, и это вышло очень отвратно. Ну, что-то есть на GUI? Есть порты, сей, вот какие-то, но они такие обычно недопиленные, в состоянии вот почти что, может быть, когда-нибудь будет готово, когда будет время, с 3 контрибуторами. И как бы все 3 один и тот же человек. Вот. Я смотрю, нам уже в чат накидали все ответы, как поменять переменные местами. И вот, Миша, уже я так и понял, что это твой секрет, уже сразу же Веслок и раскрыл. Одна строчка. Хитрец, он, наверное, что-то знает. Про Go. Веслок, молодец, класс, прикольно. На Java 3 строки, на C++ тоже будет одна swap переменная, swap метод, который местами их меняет. Ну да, чуть-чуть меньше, лаконичнее смотрится. Хорошо, а где еще, то есть, что именно мало кода занимает какая-нибудь операция? Создание Go-рутины. То есть это точно так же одна строчка кода Go и start-point. Что такое рутина? а-ля там thread. Да, то есть нет никакой там инициализации треда, потом распределение ресурсов, потом старт, еще что-то там, имплементация интерфейса. То есть, понятно. Go и функция. Go и погнал новый поток. Или Go и миллион новых потоков заработал. Да, типа того. Это прикольно. А спрашивают у нас еще про среды разработки. Что по средам разработки? Есть какие-то популярные, как IntelliJ IDEA, допустим, поддерживают? Да. Ты в чем работаешь? Мне VC-код нравится. VC? Visual Studio Code. Visual Studio. Угу. Знаю, что много людей используют GoLand от товарищей, которые IntelliJ. Наверное, они IntelliJ являются. Угу. То есть, от них тоже есть такая прям мощная. А по факту сам пробовал даже в Vimy писать. Поэтому, это прям прикольно. Угу. Experience. И хороший экспириенс. Слушай, вот мы еще с тобой разговаривали про тему использования Go и Java, области применения. Java, я тут чуть-чуть расскажу, в принципе, те, кто не знает, можно использовать везде. Тот же Minecraft, например, посмотрите, это игра, и графика, движок, то есть очень много именно на Java. Соответственно, можно и UI писать, кучу всего, но Java немножко про другое, таких для серьезных приложений. И лучше не использовать, допустим, ту же Java для фронта, для UI. Go, в принципе, почти то же самое, да? Пожалуй. То есть, я говорю, весь UI, который у меня получался на Go, он какой-то, честно, кривоватый, недоделанный, сырой и, немножко не то. То есть, в качестве бэкэнда прям идеально. Но с фронтом... Интересно. Вот еще смотри, а ты про Rust что-нибудь слышал? Спрашивают Go и Rust. Я, допустим, с Rust не могу сравнить, потому что про Rust я, к сожалению, упс. Здесь я тоже могу сказать, что в целом упс. Да? Да, то есть... Прошу прощения, мы с Rust не сравним. Сложно Go сравнить с Rust. Да, если не знаешь, что такое Rust. Да, язык. Да. Язык? Язык, да. Хорошо. Окей, и тогда продолжим мы по твоему переходу в Go. Ты уже, допустим, условно перешел, и понятно, что у тебя не один проект. Как обстоят дела с Go на рынке? Насколько сложно найти работу Go-девелоперу? Допустим, Java, я знаю, там поднимешь руку где-нибудь на LinkedIn, и все, у тебя добрый вечер. Разорвали. Да, а по Go как? Я собеседовался на Go. Вот
ну, в текущем месте, где работаю, устроился в декабре. До этого был где-то, ну, около месяца, я собеседовался в разных компаниях, и, ну, прямо достаточно много было предложений и проектов, где нужен чисто Go-разработчик без какого-то дополнительного бэкграунда в языках. Но до этого, наверное, года за полтора до этого требовались гошники, обычно с каким-нибудь языком. Может быть, там, может PHP, может C, может еще что-то. Хотя бы на уровне могу прочитать и понять, что там написано. То есть многие проекты переписывались с PHP, с C, там еще там с плюсов, там, не знаю, может Ты быть, с Java. участвовал в таких проектах, которые переписывались с C? Да, участвовал. C++. Я, Да, допустим, не C++. переписывал на Java проекты с C. Интересно, а что был за проект на сях? И к тому же ты говоришь про веб-разработку. Это было связано с веб-разработкой? Да, проект был на C++, именно вебовский проект. Ну, тут больше к вопросу надо было вот что-то старое и трудно поддерживаемое переписать на что-то новое, где, ну, достаточно просто, ну, относительно. Ну, для меня больше удивительно, что на сях кто-то еще писал большие проекты, веб-проекты именно. Не, ну почему? Может быть, лет 15 и чуть больше назад из вариантов, может быть, было только это? Уже 2000-е были, не было уже Java. Не, ну, Конечно, завоевывала мир полностью. ну, тогда... Java полностью шла. Тогда даже не У знаю, нас может еще быть. здесь спрашивают интересный вопрос про Light Editor. Ты что-нибудь слышал про Light Editor для Go? Нет. Ну, в общем, IntelliJ IDEA. Нет, IntelliJ IDEA, там Goland. Слушай, а какие, ну, мы еще с тобой как-то тоже где-то обсуждали, ты говорил про библиотеки интересные, а фреймворки на Go популярные есть какие-нибудь? У нас в Java там есть куча фреймворков, которые мы периодически, так скажем, поддерживаем, ну, знания их, там, Spring, Kubernetes, для работы с базами данных. Что есть в Google? Обычно драйверы, ну, причем наследуют интерфейс стандартной библиотеки. То есть библиотеки у вас? Ну, пакеджи, да, пакеджи. Да. Package. Я помню, как-то не сканировал, там были вопросы про собеседование. Один для джавистов был вопрос, чем отличается фреймворк от либы. То есть если мы посмотрим на язык Go, то мы конкретно видим, что у нас здесь подключение либы, и люди даже не говорят в понимании, такими пониманиями, как фреймворк. Да. То есть, Именно либо. ну, фреймворк накладывает некие архитектурные особенности в рамках приложения. Там надо вот разместить там какие-то куски кода здесь, какие-то здесь, какие-то здесь. Вот. В Golang обычно все проще, структура твоя личная, куда ты подключаешь, ну, опять-таки, есть, да, какие-то общие паттерны, которые стоит следовать, как минимум. Но в целом подключаешь сторонние пэкэджи и начинаешь работать. Ты еще говорил, ну, с пэкэджами более-менее понятно, что нужно знать либо и уметь ей пользоваться. Ты упомянул облака. Насколько Go дружит с облаками? Гугловскими и амазоновскими? Ну, наверное, сложно представить дружбу теснее, с учетом того, что Docker и Kubernetes написаны на Go. Ну, наверное, очень хорошо дружит. То есть для CI/CD, ну, собственно, кубер напоминаем, да? Лучше даже Go использовать, а не заморачиваться Java. Лямбды? Да, вполне. Ну и да, и это будет немножко более, так скажем, удобнее и мощнее, чем та же Java, которую нужно разогревать. Хотя мне тут сейчас закидают, скажут, просто умей писать на Java, прогревай нормально, и будет тебе хорошая работа. Поэтому здесь хоть и спорно, но все-таки Go получается эффективнее. Вот у нас Ирина спрашивает, расскажите про магический шаблон 2006-01-02. В чем его преимущество? Ты знаешь, это что такое? Да, это шаблон форматирования даты. То есть, ну да, идея простая. Взять какую-то дату, у которой есть, ну вот 2006, 01, 02, где 01 это месяц, 02 это день. Если их перекомпоновать, да, то есть, ну, на выходе получается некая строка,
в формате которой, ну, ожидается дата для того, чтобы сформатировать дату. Цифрами пишется 2006? Да, да, да. Может, буквы? Ну, то есть, типа, пишем time.now формат, пишем 2006 минус там 01 минус 02. И на выходе получаем 2022, 02, какое сегодня число? 22. О. Понятно. Я тут обращаю внимание на наш чат и нашему коллеге Тимофею говорю, нас, ну ты уже в курсе, да? Спасибо. Хорошо, тогда пойдем мы уже дальше по твоей истории. Проектов много на Go, соответственно, не станет Go-разработчик голодать. Да, голодать однозначно не станет. Проектов действительно стало много, причем, ну, как я уже упоминал ранее, стало больше проектов, где нужен просто Go и, ну, никакого дополнительного бэкграунда для того, чтобы что-то там переписать старое на новое Go. Чтобы переписать старое... Ну, старое что-то, да. Legacy, то есть кровавого Enterprise пока нету. Да нет, наверное, и такое тоже есть. Ты же не видел. Я не скажу, что я не видел, но в целом пока что, во всяком случае, такого пока немного. Ага. Наверное, в силу молодости языка, но будем надеяться, что это вот в целом культура такая программирования на Go, то что пока что мало Legacy. Знаешь, Legacy тоже начинается очень часто, типа, мы сделаем все красиво, идеально. Обрастает, и потом получается, что упс и добрый вечер. Ну, понятно, то есть Legacy кровавого практически здесь... Ну, есть, но пока что не очень много, да. Это здорово. Так, посмотрим, что у нас еще в чате интересуется. GUI на чем пишешь? Веб-серверок или либо окошек? И каких? Ну, я уже говорил, что, ну, с гуями все плохо, поэтому лучше брать отдельно фронт, отдельно бэк. Go для бэка прям, я чувствую, что прям очень идеально. И ну, для бэка, да, как и для Java. Уже тяжелые какие-то сложные задачи бизнес решать. Если что-то lightweight надо, то смотреть в сторону каких-нибудь других языков. То есть мы подходим к решению проблемы, к решению какой-нибудь задачи, и надо взвешивать. Может быть, вообще для GUI какой-нибудь JS использовать. То есть, ну, изучить его. Ну, мое мнение, да, такое же. Ну, лучше по-быстрому набросать какой-нибудь там HTML на JS, на CSS фронт и благополучно его оставить и как бы допиливать бэк, чтобы увеличивать скорость. Все. У нас еще интересный вопрос. А можно ли примеры проектов максимально конкретно без клиентов? Ну, то есть клиентов мы не называем, кто NDA все-таки. Что за проект и что он делает? Будешь ли ты писать, будем ли мы писать большой магазин на Go? ECAM на Go. Огромные магазины. Какие? Ну, давай вот, допустим, не знаю, средний проект. Что именно за сфера, область применения, финтейдж там? По большому счету, наверное, уже все. Да, то есть все, что можно только придумать. Гошное, тут тебе и блокчейны, тут тебе и чистый веб, ну, имеется в виду бэкэнд для веба, тут тебе и какие-то микросервисы, тут тебе и там gRPC там, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, ну, действительно, все что угодно можно. То есть, ну, никаких ограничений. Ну, грубо говоря, как везде. Вот на Java только берем Go. Да, в целом, ну, серьезно. То есть, знаешь, исходя из того, что Kuber, CI/CD, наверное, Go еще более активнее в DevOps направлении будет использоваться. Да, ну, пожалуй. Сборка в облаках разного рода, да. То есть, ну, с прицелом на автоматизацию, с прицелом на облака будет Go лучше. Но, естественно, в микросервисах и так далее он отлично подходит. Да, несомненно. Ну, в Якаме слышал что-нибудь решение на Go в Якаме? Так сразу не скажу, но опять-таки по внутренним ощущениям я не вижу никаких препятствий для того, чтобы это было. Типа, почему нет? Друзья, если вы впечатлились мощностью и у вас есть интерес к Go, ставьте нам лайк. Продемонстрируйте это. Отлично. Тогда у Go не то чтобы есть будущее, но и такая серьезная, так скажем, конкуренция.
По уровню зарплат мне сложно сравнивать. Я тут не могу сравнить. Это нам лучше уже посетить какой-нибудь DevBuy. Каждый сможет пойти на DevBuy исследование и сравнить зарплаты разработчиков Java и разработчиков Go. Друзья, это уже, ну тут не сравниваем зарплаты. Я думаю, что все равно плюс-минус... Плюс-минус одинаково будет, да. Как везде. Просто вопрос в том, что какие задачи, как там проще и так далее. Слушай, вот мы это затрагивали уже вопрос... попасть на проект, ты вот собеседовал кого-нибудь уже на проекты именно по Go? Ну, не в текущей компании, да, до этого было. То есть, ну, приходят вполне себе с небольшим опытом, часто даже, может быть, без опыта. Да, погонял по теории, посмотрел, какие-то задачки порешал, возможно, тестовое задание дал. И... Какой самый популярный теоретический вопрос в Go? Вот что ты, допустим, с коду чаще всего спрашиваешь, и если человек на это отвечает, у тебя такие подозрения. Наверное, дальше не надо. Есть что-нибудь такое? Типа как Java, там, про коллекции, про Redis спросить, и если человек не скажет, что это, то задумаешься. Ну, здесь можно... спросить про деферы, ну, кто не знает, конструкция для того, чтобы, ну, обычно используется для того, чтобы закрывать некоторые ресурсы, которая удобна тем, что ее можно объявить сразу после открытия этих самых ресурсов. Ну, просто чтобы не забыть, да, чтобы там не где-то в конце перед ретурном ее писать, а, ну, написал сразу и благополучно забыл про нее до конца функции. Да, про горутины, про многопоточность, про race condition. Ну, это да, базовый аккорд, то есть да, любой из этих неотвеченных, так скажем, тем у тебя вызовет вопрос. Ну, да нет, можно копнуть дальше, можно поспрашивать что-то попутное, наводящие вопросы позадавать. То есть, ну, вполне, может быть, человек пришел в то же самое Go, так же, как и я когда-то, с какого-то другого языка, ну и в чем-то, может, не очень хорошо пока ориентируется. То есть вопрос потенциала. То есть если потенциал есть, то почему бы, ну, не начать работать с ним, если у него есть на то желание. А как насчет технических заданий? Я вот видел на LinkedIn такую бурную как-то беседа часто всплывала, что вот если дают разработчику техническое задание, тем более дня на 3-4, то разработчик... Нет, ну нет, это прямо фу-фу-фу. Ты немножко негативно сам относишься. Да, ну это странно. Ну причем, как бы, знаешь, особенно если тебе дают какое-нибудь техническое задание, ты понимаешь, что это, ну, выглядит как какой-то вот... Сделать желательно кусок, желательно протестированный и готовый для какого-то проекта. И ты такой думаешь, блин. Да, то есть... Брать ребят, которые тебе наделают что-то, ну это да. Да, то есть, ну, такой очень тонкий момент. Ну, я вижу на самом деле несколько путей для того, чтобы оценить практические навыки, да, кандидата. Можно посмотреть код, ну, то есть все вот перечисленное будет являться некой отправной точкой для того, чтобы продолжить дальнейшую техническую беседу. Это может быть как там код личный на GitHub, GitLab. Это может быть какое-то техническое задание. Это может быть лайфкодинг, например. Да, то есть, ну, на основании этих можно, ну, пытаться развить что-то дальше. То есть... какую вот задачку, ты упомянул лайфкодинг, вот, ну, пример задачи, вот, можешь сейчас сказать, вот, чтобы ты, вот, у тебя собес, вот, не знаю, ты меня собеседуешь и говоришь, а вот давай с тобой задачу решим, какую бы ты дал? Ну, если по тем же самым деферам, вот там взял 2 дефера, поставил рядом, в каком порядке выполняются. То есть тебе даже такой маленький примерчик типа квиза? Ну да, типа того. Не пройти там массив? Не, ну, можно взять что-нибудь там, я не знаю, слит кода и посмотреть просто, каким образом кандидат будет размышлять хотя бы на тему, каким образом можно решить эту задачу. То есть... Ну, понятно, то есть выводить и так далее. Хорошо, пойдем дальше по вопросам. Тут нам в чате уже насыпали. Вы будете Go преподавать на курсе eMentoring? Спрашивает нас Алена. Нет, пока не буду. Ну, ты не ментор, ты просто Go комьюнити драйвер ваш. Ну, да, я член комьюнити. Понятно. В общем, непосредственно Мишу не менторит. Да, я не ментор. Хорошо, пойдем дальше. Насколько приложение на Go быстрее такого же на Java? Такой сложный вопрос на самом деле. Во-первых, не факт, что оно будет быстрее. Вопрос, ну, именно реализации. То есть можно написать
настолько плохо что-то на Go и настолько хорошо взять там, даже, например, PHP, ну, не говорим про Java, да, взять, например, PHP, а что будет на PHP работать вот это же самое быстрее, чем на Go. Да, я здесь с тобой согласен, на самом деле есть какие-то плюсы и минусы, и вообще в природе найти два бизнес каких-то приложений существующих одинаковых, ну просто, я даже не знаю, реально ли? Ну, возможно, может реально, но это очень Не, ну, сложно. наверное, если задаться целью написать вот ровно то же самое, но на другом языке программирования, ну, тогда, наверное, Можно да. потом одно и то же рефакторить, переписывать и переписывать, Ну, улучшая и улучшая. То есть здесь именно вопрос практического смысла. быстроту именно здесь лучше не рассматривать. Удобство, time to market, я не знаю, имплементирование каких-то задач и доставка, ну, стабильность системы. То есть вот такие вот параметры лучше, наверное, анализировать, а не быстроту. Ну, наверное, действительно, если прийти к тебе в команду джавистов и сказать: ребята, а напишите ко мне что-нибудь на Go. Ну, это, ну, в любом случае это будет немножко странно, да. Ну, задачи разные бывают. У нас на проекте .NET всплывает периодически. Вот некоторым надо смотреть и разбираться. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Ну, по-разному. А что, Go тоже. Вот у нас была задача тоже на Python разработчику надо было кое-что сделать. Ну, пошел и сделал. Ну, видимо, да. Ну, странно, конечно, что поделать. Это Ну. про инженерию. Это больше инженер работает с инструментом. И язык Go это как инструмент. И поэтому, наверное, проще Ну, туда войти, да. имея за плечами Да, что-то. колоссальный такой опыт, как в твоем случае. Ирина нас спрашивает, как Go подходит для встраиваемых систем. Ну, поскольку сам руками не щупал, поэтому, наверное, даже особенно что-то и сказать не могу. Наверное, подходит, но... Но, видимо, да. То есть, раз Ирина задает такие вопросы, значит, она, может быть, что-то знает. Ирина, если что-то знаете, подскажите. Да, напишите подскажите, в чате, да. потому что мы немножко потерялись и не знаем, как конкретнее ответить на ваш вопрос. Богдан интересуется, есть ли записи курсов по GoLang United? И если есть, подскажите, пожалуйста, где их можно найти? Есть что-то в открытом доступе? По-моему, нет. У них там... Хотя, может быть, я вру. У них есть Discord-канал, в котором, насколько я знаю, выкладываются записи предыдущих лекций. Причем как есть как на русском, так и на английском языке, поэтому вполне может быть там есть. Но, то есть, сама платформа Discord, да, я не знаю, позволяет ли она там смотреть предыдущие записи, я, честно, здесь, не в Богдан, курсе. я посоветую вступить все-таки в чат GoLang Community. Там, я так понимаю, активно идут, обсуждают свои работы те, кто учится сейчас. Да. И просто спросите, я уверен, что вам нашарят этих записей курсов. Вот. Да, вполне может быть. Может быть и это. нет, но спросить можно, я бы так бы сделал. Хорошо, следующий вопрос. Какие знания сейчас требуют от джуниора трени на Go? Какой необходимый минимум? Мы вроде обсуждали это или еще нет? Ну, что-то подобное уже было. То есть, тезисно. То есть не будут спрашивать там, напишите тут вот прям в лайв режиме, да, какой-нибудь там небольшой веб-сервер, который там позволит 100 тысяч RPS выдерживать и там вот на таком вот ядрышке. Вот, то есть, вполне, то есть, хотя бы умение ориентироваться в синтаксисе языка и мочь показать вот эту вот возможность, да, ориентацию в синтаксисе. То есть, не будут спрашивать ничего сверхъестественного. Я говорю, достаточно... Ты сейчас говоришь про сам язык, про core, но все-таки, когда мы обсуждаем Go, и я уже сам понял, что Go это не только язык, который ты изучаешь там быстро, да, это еще и дополнительная инфраструктура. Нужен ли гид? Нужны ли паттерны проектирования, понимание архитектуры? Ну, тогда это тут больше не про джуниор на Go, да, это просто, в принципе, про джуниора. Когда, ты приходишь, сейчас, да, действительно, везде повсеместно используется, какая-то база данных в любом случае будет. Это, поэтому умение, там, как составлять, там, реляционные запросы, так и, возможно, будет хорошо, если еще и есть там в бэкграунде, там, NoSQL. Тут, опять-таки, все, все очень опционально, да, то есть
где-то в проекте действительно может быть что-то В надо. зависимости от проекта. То есть Ну, джун да. приходит, и ты будешь смотреть такого джуна, который подходит непосредственно по скиллсету базовому именно на этот проект. Да, да, да. Не- То есть, Но если тут, базовый уровень, ну хорошо, понятно, что на проекте есть NoSQL, что-то еще какие-то вещи, да. Будешь ли ты смотреть, ну, вернее, будешь ли давать скидку на то, что он не знает какой-нибудь там тулс? Если, даже не так, если что-то обязательно, что ну, вот вообще железно должен знать, например, там без гита можно работать? ну, наверное, в нынешних реалиях нет. Ну, ты понимаешь, вопрос в том, что какие-то базовые вещи по гиту можно тоже вот там описать там 4, 5, 6, 7 командами. Да, то есть, ну, выучить, понять всю суть этого, и, ну, по большому счету больше ничего не надо. То есть, ну, ежедневно, да, в рутинных задачах ты не используешь всю мощь гита. Ну, ты используешь какой-то вот, ну, определенный набор функционала, который, да, который используешь ежедневно. И, ну, и в SQL целом, ты употреблял, что SQL да, тоже все-таки... ну, блин, ну, опять-таки, в большинстве, причем в подавляющем большинстве проектов, так или иначе используются SQL-ные базы. Хорошо, а ну, подходы к, ну, не знаю, REST, GraphQL, SOAP, насколько важно Ну, жену на Go знать? Допустим, по Java я REST у всех спрашиваю, то есть понимание, как составлять, как с этим работать, ну, нужно иметь в веб-разработке. Вот, а пройдет ли джуниор на Go, который, ну, не понимает, что есть REST, что есть SOAP вообще? ну, пожалуй, все-таки нет. Какие-то, ну, опять-таки, базовые вещи, наверное, понимать надо. То есть, ну, это Короче, базовое понимание баз данных надо? баз данных надо. Да. По-любому. Веб-архитектуры, По-любому тоже надо. стратегия бранчевания, ну, цикл производства программного обеспечения. Ну, опять, тонкости вполне можно объяснить по ходу, но как минимум, как работать с гитом, это не должно пугать. Да, то есть, о боже, это что-то совершенно новое, неизвестное, да. Пуш, такие Да, вещи да, точно да. надо знать, и желательно еще мерч-конфликты порешать. Да, было бы очень хорошо. Было бы, но можно не решать, поэтому здесь... Ну, если не решать, тогда, ну, ты должен понять, что тебе придется их решать. Ну да. Алгоритмы. Ну, блин, ну это, ты понимаешь, это настолько базовые штуки, которые должны быть, ну, по-любому. Да, то есть, ну, странно, ты приходишь с джуном, и у тебя нет понимания алгоритмов, ну, это, это наверное, даже не джун, а хочу войти в IT. Не, ну тут многие у нас Да. такие. Хорошо, давай перейдем дальше к вопросам, потому что у нас их все больше и больше становится, и не успеваем отвечать, потому что очень интересно поговорить. Так, встраиваемые системы. Вопрос от Фархада. Насколько опасна рефлексия в Go? Сталкивались ли вы с реальными проблемами рефлексии? Не рекомендую использовать, поскольку в рантайме, ну, это дорого, по факту. Да, то есть в рантайме смотреть, что у нас там за тип, пытаться привести к какому-то другому типу, наверное, не стоит. Но, с другой стороны, понимаешь, что в целом без этого все равно никуда. Те же там драйверы, которые там MySQL, Postgres и прочее, они в любом случае используют ту же самую рефлексию, да, для того, чтобы положить какие-то данные из базки в какую-то подготовленную структуру. Угу. Окей. И снова еще один вопрос от Фархада. Какие библиотеки пробовали для Swagger? И какую посоветуешь? Swagger. Нет, тут навскидку не скажу, но могу посмотреть потом и, может быть, в вашем чатике, да, заинтересованы. Потом в чатике, что у тебя на проекте, какое. Ну, я так понимаю, что тут особо заморочек нету. Есть библиотека, погнали работать. Да. А у вас Log4j... что я про Log4j? Что я спрашиваю? Java. Log4j, блин. Просто никак не отпускает это событие. Хорошо. Друзья, а у вас, кстати, вот кто на Java работает, уже все, история с Log4j закрыта у всех, или вот иногда всплывают, еще флешбеки происходят? Напишите, пожалуйста. TPMQ мы что-то используем, там тоже в Jenkins есть кое-какие приколюшки. Все ли вы пофиксили? И как быстро, кстати, вот интересно. Так, встраиваемые системы. Ирина пишет, существует синий Go компилятор языка Go для микроконтроллеров. Ну, наверное, существует, это скорее утверждение. Да? Ну, видимо, да. Ну вот оно, это к вопросу, наверное, об интернете вещей. Да, это интернет вещей, соответственно, он там есть.
CineGo. ВВ пишет про сравнивание производительности реализации разными компилируемыми языками одних и тех же алгоритмов. Ну, да, но опять-таки, как это будет реализовано, вопрос в этом. По мультипоточности, ну, то тоже можно будет пошарить. Здесь вот я находил исследование, в котором сравнивали Java и Go и нашли, что параллелизм, в параллельных потоках работают именно Go быстрее. Нет, там, по-моему, было от 1 до 4 или от 1 до 8 потоков, оно работает быстрее, и потом они примерно выравниваются. Да, то есть есть определенный куча всяких нюансов. То есть нам такое здесь не надо. Мы все-таки в современном мире живем, и системы у нас довольно-таки мощные, поэтому... Ну, то есть там выигрыш, ну, не очень существенный. Да, это немножко уже не туда. Так, Вестлог пишет, SAP на Go вообще мало кого интересует, REST API могут спрашивать в общем. Ну, наверное, да, SAP мало кого будет интересовать. Ну, сейчас, SAP, да. Ну, с учетом прихода gRPC, наверное, ну, SWAP, по большому счету, тот же RPC call, только чуть постарше, поолдовее. Мы не забываем, что тоже немножечко философию SWAP поддерживает. Так, Go или Rust это про 1000 серверов и про High-Low. Такого не может быть в интернете вещей. Ну это да, это уже не совсем вопрос к нам. Анатолий пишет, что я так и не дождался ответа на вопрос про примеры в Go. Что делать можно, это все понятно, но очень интересно узнать про примеры. Анатолий, можете, пожалуйста, напомнить, что именно за примером мы не ответили? Не, ну мы вроде обсудили, да, проекты, какие могут быть. Да, бэкэнд, интернет-магазин, то есть практически все. Ну, веб-бэкэнд, наверное, любой, который можно придумать. Телефон, не знаю, UI на телефоне, какая-то система удаленная, которая, не знаю, регистрирует что-нибудь и отправляет на телефон какие-нибудь вещи там. Онлайн, что угодно, регистрация билетов. Ну, то есть, да, именно большие системы. В банках, в магазинах. Ну, по поводу банков, может быть, я не был столь категоричен, там, потому что они такие больше за классические подходы, консоли и прочее, поэтому тут может быть и нет, но в каких-то, ну, современных приложениях, наверное, любой веб-бэкэнд. Еще вопрос у нас: скорость разработки на Java и Go. Какого-нибудь финтех-приложения может привести и сравнить? Ну, финтех-приложение, я пока вот по-своему скажу, что оно сложно даже не то чтобы с языка разработки, да, а именно внедриться во все это, понять закономерность, и будет львиная доля времени вообще уходить на то, чтобы понять, как система работает. А уже запрограммировать это все, ну, обычно не так долго времени занимает. И здесь вот уже мы с Мишей обсуждали, что кода будет меньше на Go. Это факт. Мы уже поняли. Ну, да. Кода будет чуть-чуть меньше, соответственно... Ну, это не факт, что будет меньше по работе, потому что, может, хоть и меньше, но надо будет больше его в результате написать. Ну, видимо, да. Вполне может быть такой вариант. Поэтому... То есть, да, скорость разработки в целом какого-то большого приложения, она... Сам кодинг оттуда отнимает меньше времени, чем все сопутствующие вопросы, которые необходимо решить. Там, разработка архитектуры, там, продумывание концепций, не знаю, написание каких-то там алгоритмов, драфтов и прочее, она, ну, реально займет больше времени, чем написание самого кода. Угу. Хорошо. Еще вопрос от Фархада. Что удобнее, классы Java или интерфейсы Go? Я на Go не писал, не знаю, что удобнее. Мне Java классы удобнее. Интерфейсы в Go... Ну, это такая, да, прикольная штука. Они используют так называемую утиную типизацию. Все, что летает как утка, крякает как утка и ходит как утка, является уткой. То есть, ну, достаточно... Ну, имплементация, по факту имплементации интерфейса заключается в имплементации тех методов, которые есть в этом интерфейсе, которые объявлены. И все. То есть не надо, ну, там, если в Java ты пишешь там класс там бла-бла-бла, имплемент, такой-то там интерфейс. То есть ты явно указываешь, что здесь явно указывать не надо, достаточно просто имплементировать методы, которые в интерфейсе указаны. Угу. Ну, что-то здесь есть. Вот Анатолий нам пишет, что удобнее классы Java или интерфейсы Go. 1000 лайков за вопрос. Я вот полностью согласен. Друзья,
За такой Да. классный вопрос насыпьте нам лайков. Да, спасибо, друзья, за лайки. Они нас поддерживают. И вот еще Ирина, интересно тоже. Мне звонила тоже вот интересный вопрос от Ирины. Мне нравится. Расскажите про обработку ошибок в Go. Считаете подход Go проблемным? Что там так не так с проблемой отработки ошибок? Ну, он просто своеобразный, и все. Как бы к нему надо привыкнуть. То есть, да. Ну, а что такого своеобразного, почему надо привыкать? Ну, то есть, Что можно да, привыкнуть? ну, Ты уже смотрел 50 оттенков серого, да? Там привыкали ко всему. Так же? Нет, тут, ну, во-первых, это множественный возврат, когда из функции ты можешь возвратить какое-то непосредственно значение и какую-то, возможно, существующую ошибку одновременно. Да, то есть, ну и достаточно, ну, соответственно, поскольку есть множественное присваивание, ты благополучно проверяешь ошибку на то, пустая она или не пустая, ну, естественно, обрабатываешь в зависимости от того, какая ошибка. Говоришь просто, но звучит немножечко в реальном проекте, немножко так вот мутненько. Когда ты начнешь дебажить, если небольшие ошибки в присваивании, то может немножко случиться желание выйти в окно. Да, такое иногда тоже бывает. Ну, слушай, Ирина, вопрос хороший. И отсюда я сделаю вывод, что действительно с ошибками надо, так скажем, бдить. Да, ну, над ошибками надо бдить не только в Go. Я так подозреваю, что над ошибками надо бдить и в Java тоже. Так, Анатолий нам написал, примеры-то будут. Вы говорите, можно делать все. Ну, что именно? Дайте пример. Вот что именно ты делаешь на проекте? Последние списки задач и более конкретики по твоей, то есть, что вы делаете. Пишу сайткар для Envoy на Go. Для Envoy? Да. Envoy это что? Invoice? Не-не-не, это load балансеры, прокси, ну, типа замена какого-то Nginx, возможно. Угу. То есть в сам Envoy не лезу, но пишу для него сайткар. Угу. Ну, такой суровый бэкэнд даже, да. Анатолий, я надеюсь, что такой пример вас удовлетворит. Я не знаю, по-моему, до этого примеры были чуть-чуть попроще. Ну, Kubernetes, да, сборка проектов, CI/CD, то, что полностью на Go выполняется, ну, в смысле, очень часто используется Go для оркестрации такими большими, так скажем, сервисами, которые позволяют нам... Ну, да, высоко нагруженными, где есть какие-то, возможно, ограничения там, по используемой памяти, по используемым ресурсам. Ну, с моей точки зрения, это проще реализовать именно на Go, поскольку есть какой-то контроль ресурсов. Да, ну и плюс еще лямбды, не забываем, что часто вот Java ругают за то, что там холодный прогрев очень долго там загружается, и быстрее будет что-то другое, и что будут выбирать? Ну, JS или же Go. Поэтому тут выбор, Да, наверное. выбор всегда есть. А тут уже задач, ну, просто очень, очень много разного рода. Слушай, а вот ты бы, ну, понятно, сейчас вот ты уже с PHP ушел на Go когда какое-то время, да? Мгм. А вот как чувствуешь, будешь ли уходить с Go на что-нибудь другое, например, на Rust? Или еще пока не задумываешься? Еще Ну, пока... может быть. Мне кажется, ты понимаешь, тут все связано с прилетающими задачами. Обычно это так. Ну вот не бывает, там программист такой сидит, такой, блин, так устал я уже от этого языка, пойду что ли какой-нибудь к другому переметнусь. То есть, ну, я не знаю, обычно придет какая-то задача, которая, ну, может быть трудно решаема или ну, невозможно решить ее, допустим, с помощью Go, но теоретически может быть решена с помощью Rust. Ну, да, пойду почитаю. Ну, так же, как у вас, как ты говоришь, что решали что-то на Python, потому что, ну вот потому что. Ну что, нельзя это было решить на Java? Ну, наверное, можно было. Можно было, но Да, ну, было ощущение, что на Python мы это сделаем условно из да, коробочки быстрее да, все вот так и намного. есть. Ну, Да. я уже приводил пример в одном из стримов, и была у меня ситуация, например, тоже с выбором языка связанная. Нужно было сделать переводы в определенный вид локализации, и я пытался это сделать условно на Java. Соответственно, мне надо было поднимать веб-application, коннект с определенным сервисом, покупать определенные, так скажем, услуги у сторонних API, доступ к API, и
Можно было сделать то же самое в консоли на JS гораздо быстрее, проще, без всего вот этого вот огромного количества на бэке. Поэтому, смотри, какая задача. Зачем делать на Java то, что, так сказать... Ну да, то, что быстрее сделать на чем-то другом, или проще, или решение будет элегантнее, или, ну, Ну, понятно. и вот этих вот или может быть, ну, действительно много. Сейчас уже, в общем, ты в таком уровне, когда ты меньше заморачиваешься про язык, а просто думаешь про решение задач и с этим все связано. Ну, я сильно подозреваю, что, допустим, на каком-нибудь там Фортране, да, ты такой, блин, а что бы мне там веб-сервис там не написать на Фортране? Ну, про Fortran это, да, это абсолютно интересно. Да, Слушай, а да. вот еще тут писали в другом мне чате про фреймворк BeGo. Это Go? Это все еще про то? Или все-таки... Честно, что-то даже не знаю про такое. Знаю, что есть вот фреймворк такой, типа как комбайн, все в одном Buffalo называется. Мгм. Там типа и ORM есть, и роутер есть, и какие-то там типа модели есть, и а-ля там контроль. Ну вот что-то вроде модель view controller паттерн там поддерживается. Но Bigo... Нет, так, ну, навскидку нет, наверное, не помню. Может, просто не сталкивался. Окей. Еще интересный вопрос у нас от Сэма. Он уточняет: Михаил, чем занимается Джун у вас? Какие задачи даете? Вот если Джун придет к тебе в проект, в команду, как ты его будешь онбордить? Что ты ему будешь давать? М, Ну, ну, вполне себе можно дать ему какой-то ноуткуб степ-бай-степ, какие-то эндпоинты, которые надо реализовать. Да, gRPC надо будет по-любому что-то написать. А протобафы, ну, тоже от них никуда. Поэтому, ну, на самом деле, тут больше к Джуну вопрос именно о том, что ты должен сам понимать, как его менти, да, например, ты должен понимать, что он может, в принципе, сделать любую работу, которую ты ему дашь. Да? Вопрос, во-первых, времени, и, во-вторых, ну, за ним надо проверить, убедиться, что его код работоспособный, и, возможно, подсказать нужное направление в нужный момент. То есть, ну, наверное, таким образом происходит развитие разработчика как разработчика. Да, то есть, когда есть кто-то, кто тебя, ну, немножко повернет в нужную сторону, чтобы ты перестал копать вот яму в асфальте и вот начал копать ее где-то, Ну, да, в грунте. понятно. В любом случае, я не думаю, что ты дашь жену, так скажем, задачу заняться, ну, не знаю, команда, допустим, большая, и ему надо будет выяснять какие-то требования, условия в другой команде, да, и он Ну, еще видит, нет, что не может логично. отличить где-нибудь gRPC от REST, например. Ну, да, конечно, ну, То есть несомненно. больше То есть, по ну, маленькие, да. четко расписанные. Да, вот, ну, прям, да, может быть, на совсем маленькие задачки что-то поделенное с промежуточным контролем, как это все реализовано. Ну, код-ревью и так далее. То есть, ну, стандартные, как и во всех направлениях. То есть человек приходит, получает маленькую какую-то задачку, четенько описанную, которую лид или ментор, кто следит за развитием журнала, сможет легко проверить, легко подсказать. И с малой вероятностью дадут ему какой-нибудь, ну, то есть, Не, ну, понятно, да, там... задача не сложно, что никто в этом не разбирается, но вряд ли. Не, конечно, нет. Ну, это, бывает. да, ну, да нет, наверное, не бывает, Ну, пожалуй. у меня бывало. Всякое случается. И сам я проходил, когда окунался в что-то, что мне вообще никто не мог подсказать, потому что, ну, вот настолько узкая вещь, что в природе мало кто ее использует. Это был российский банк. В общем, не будем. О грустном сейчас. Полезно, да. То есть любой опыт – это полезный опыт. Нету не полезного. Хорошо, ну, еще у нас вопрос. Друзья, если у вас есть еще вопросы, вы обязательно пишите, потому что мы уже, в принципе, скоро заканчиваем. Подходит к концу наше время. И не забывайте ставить нам лайки. А еще я хочу сказать вам, по статистике у нас идет процентов половина, наверное, наших зрителей не подписано на канал. Обязательно подписывайтесь, не поленитесь поставить колокольчик, напоминание, чтобы получать уведомления о наших ивентах. Мы стараемся, чтобы они были интересные и не только интересные, но и полезные. Поэтому подпишитесь обязательно и не откладывайте это на потом, сделайте это прямо сейчас. А пока вы подписываетесь, мы прочитаем еще один вопрос. Чем для вас отличается Solid, Wiz, Grasp в контексте Go?
Solid и Grasp подход. Мгм. Synthesis Stability. Ну, Я бы сказал, ну, мне кажется, это не то, чтобы в чем они отличаются, просто разный подход, насколько их вообще блюсти. То есть, грубо говоря, без фанатизма. То есть мы говорим про тот же рисков substitution принцип, принцип постановки рисков. Ну, такой вот момент, я так скажем, в нашем чудо-коде, который накапливается годами, все равно кто-нибудь рано или поздно это все нарушит. И если код-ревью нормально не будет, и все не будут, так скажем, следить за всем этим, то будут какие-то нарушения принципов. Да? И потом таки опять, есть какая-то задача, и мы начнем упарываться в том плане, что нам надо, не знаю, больше времени, чтобы сделать по определенной рекомендации. То есть это у нас идет философия, это рекомендации. Это, ну, я просто отвечаю Анатолию вместо тебя, ну, потому что это про любой язык. ну, И в целом, да. без фанатизма. Ну, да, не надо упираться прямо вот в это рогом. То есть все должно быть в меру. От Сэма тоже вот еще очередной интересный вопрос. Приходилось ли переписывать Legacy на Go? Мы уже немножко раньше про это говорили. Например, с Java на Go. Ну, еще раз, можешь повторить. Ну, да, не с Java, да, C++, да, приходилось. Да, оказывается, есть веб-проекты, Сэм, на C написаны. Это вам не Go даже. А на сях написать веб, все вот это вот, что мы пишем на Java и на Go. Насколько часто используется C-Go? Ну, и тоже в своих проектах не использовал, но когда-то было тестовое задание, да, там пришлось немножко делать shared library, писанную на Go, куда ходил из питона. Даже через юниксовые сокеты. Не очень помню, что там было за задание, но вот какой-то вот такой стек почему-то остался в памяти. Хорошо. Интересный опыт вообще-то, его тут особо не забудешь. Ну и расскажи, пожалуйста, вот с твоей точки зрения, какое будущее у Golang? Ну, он активно развивается. Тут прям даже, ну, действительно очень активно. Не хватает, там, все, наверное, госсообщество сейчас ждет версию Go 1.18, на данный момент 1.17 в продакшене. 1.18, по-моему, перевели в релиз-кандидат, там приедут generics type. О, то есть это то, что вы ждете. Допустим, я жду, когда у нас виртуализация потоков. Да, ну, поскольку у нас уже это есть, поэтому мы ждем дженериков, да. Вот тебе. Go с дженериками не очень пока что дружит. Да, да. Ну, причем, как бы, некоторые структуры описаны в виде дженериков, но их, ну, на данный момент они вот ожидаются в массы, когда придут. Ну, еще пока не только придут массы, пока еще их освоят Да. общество, потому что все новое, так скажем, не очень быстро в проекты может протащить, потому что нету нужного опыта, нету бэкграунда. Да. То есть Java 8, когда вошла, не все быстро приходили со стримами. Я даже видел, что, так скажем, матерые разработчики, там 15 плюс лет опыта, и на Java 8 не использовали стримы. Or там старый добрый. Рич какой-нибудь, вот, ну, со стримами не торопились использовать, поэтому и дженерики не быстро войдут. Ну, да, 100% нет. То есть, да, они позволят решить определенный ряд, ну, даже это, ну, не проблема, а именно архитектурных особенностей. Но, то есть, что их будут использовать там повсеместно, все и всюду, ну, нет. Ты будешь использовать? Если будет на то необходимость. Я думаю, раз фичу новую введу, так как-то... Не, пощупать по-любому надо будет. Я с тобой согласен. Хорошо, друзья, мы, наверное, уже на этом будем подводить нашу беседу к концу, потому что уже вопросы мы все поответили, и наш таймлайн, к сожалению, наверное, заканчивается. Я еще раз напомню, что с нами сегодня в студии был наш коллега по цеху Михаил. Это Golang разработчик, такой опытный, перешедший с PHP. Да, PHP. Он представляет наше Global Go Community.
Ссылки на сообщество останутся у нас в описании под видео, если вы заинтересовались темой Go, как второй язык, как просто перейти в него с текущего языка, или, может быть, вы думаете, чтобы это стал ваш первый язык для вхождения в IT, обязательно ознакомьтесь, перейдите в чат Telegram, ну, если вы зададите вопрос, естественно, вам ответят, вас поддержат, ну и, естественно, всячески помогут с обучением. Несомненно. Что есть после обучения в вашей школе вообще? Не гарантируем. А шанс есть? Шанс есть. Шансы есть, да. Шансы есть даже, что человек попадет на проект после обучения. Вот у нас еще пару вопросов в конце. Михаил, не знаю, насколько правильный вопрос. На что ближе к Go? React.js, Angular или Vue.js? Мне кажется, что, ну, вот, твое мнение. Знаешь, React.js, Angular, фреймворки? Ну, я знаю, но это JS-ные фреймворки. Ну, то есть вообще несравнимые. Ну, я как-то... Ну, я не знаю. Да, я немножко поплыл здесь. Ну, вообще разные задачи, и сравнить их особо... То есть, ну, их можно как-то между собой попытаться сравнить, да, там, что для чего будет более привлекательно, возможно, или удобно, или еще что-то, или там проще в изучении, но, ну, как бы, типа, фронтенд сравнить с бэкэндом, типа, что лучше, фронтенд или бэкэнд? Или что ближе что ближе к бэкэнду? Ну, я, может быть, немножко вопрос не понял. Ну, да, это немножко про другое. Хотя вот я так понимаю, что есть... Анатолий почему-то утверждает, наверное, есть причина, что любой JS ближе Go, чем к PHP или Java. Ну, может быть, если мы говорим про ООП принципы, да, которые напрочь отсутствуют. В JS? Да. 2 плюс 2 может быть 22. Ну, да. То, да, наверное, JS ближе к Go. Go тоже может быть 2 плюс 2 22? Нет. Нет? Блин. Хотя? Не может. Хотя, может быть. Ладно, друзья, спасибо вам большое, что вы были с нами. Огромное спасибо за ваши интересные вопросы. Мне самому было интересно позадавать их Мише, и Миша нам рассказал какие-то секреты Go. Надеюсь, вы сделали свои выводы, поставили лайк и подписались на наш канал. Я тоже на это очень сильно надеюсь. В общем, с вами был Игорь, это был MGC Modern Coffee формат. До встречи в новых видео. Пока, друзья. Всем пока.